Дорогие друзья, этот ритуал называется создать панику. Создавать панику между врагов, даже между родственниками. Если вам нужно в какой-то момент создать переполох и между этим переполохом сделать свою работу, свое дело, не знаю, что у вас там такое случилось, или вы хотите просто рассорить людей и выманить правду с них. Или вы хотите рассорить работников конкурирующей компании, чтобы начали уходить люди, началась текучка информации, текучка мозгов называется, да? Или вы хотите выселить соседей, которые вам уже осточертели своими криками и всякое такое, или там скандальным нравом, или подлостями, или подвохами, по-разному. Значит, есть несколько вариантов этого ритуала. Это мой ритуал, и он очень рабочий. Если вы знаете, у Пана была свирель. Пан – это лесной бог. Вот нужно положить какую-нибудь свистящую вещь. Если нет, то купите детскую свирель, свистушку, что-нибудь положите на алтарь. Потому что это символ свиста. Свистопляска, вы слышали, да? И слово паника вам тоже знакомо. Так вот, говорят, что бог Пан – козлорогий и наполовину козел, которому подчинялись духи леса и подчиняется по сей день, он создающий кутежи, радости, но в то же самое время пьянки, дебоширство, избиение, там, значит, расталкивание друг друга, ссоры, драки и прочее. То есть он любит кутежи. Он любит сначала развеселить, потом любит вот это все, чтобы они друг другу морду били. И вот примерно то же самое вы создаете у тех людей, которых ненавидите или не любите, или которые это заслужили. После чего они либо выселяются, потому что на них начинают постоянно писать жалобы, писать и достают участкового до того, что он их выселяет оттуда, либо они сами друг друга бьют и потом чемоданами уезжают. Ну, скажем так, когда мне определенные личности заявляли, что меня здесь долго не будет, я в ответ сказала, что не будет долго ее самой, и так и случилось. В течение 2 недель чемоданы таскали уже к лифту. Так вот, если вы хотите сделать на врагов, ложите фотографии врагов своих, всех, которые дружат между собой. Если вы хотите рассорить подруг, если вы хотите рассорить даже мужа с женой, если вы хотите рассорить работников компании, и есть у вас фотографии, ложите сюда и делайте этот ритуал. Если у вас нет возможности иметь их фотографии, но вы знаете, где их здание, берете мак и соль, перемешиваете, читайте на это все. То есть проводите ритуал, потом мак с солью с собой забирайте, можно небольшое количество, чтобы не было видно. Заходите в супермаркет, заходите в эту компанию, я не знаю, как-нибудь высыпьте это все на пол и уходите. И долгое время туда не заходите. Я вас уверяю, что в ближайшее время там все начнут уходить, все начнут друг на друга, значит, доносить, все начнут орать, кричать, все начнут писать увольнительные, там будет работать невозможно. И точно так же на мак и соль можете сделать и посыпать под коврик вашего соседа, который вас достал. Еще раз прошу запомнить, что все ритуалы должны иметь под собой справедливую почву. Вы не можете вредить людям, которые ни за что, ничем, никак вам не сделали плохо. Понимаете? Хотя можно, конечно, делать порчу, просто так делают некоторые люди, считают, что это нормально. Я тоже считаю, что это нормально. Если любит человек черную энергетику выплескивать, почему бы и нет? Ну, это зависит от морально-этических норм. Насколько человек, насколько у него морально-этические нормы позволяют, настолько он использует. Я лично использую только, когда мне навредят, надоедят, и когда я хочу показывать свою силу, чтобы от меня отстали, или чтобы знали, с кем имеют дело, собственно говоря. Вот почему нас боятся, потому что вот это все мы делаем, можем, этим пользуемся. Значит, запомнили, если вы хотите сделать на людей, рассорить их, просто-напросто начинают кидаться друг на друга, начинают обвинять в каких-то нелепых вещах, начинают ненавидеть, там самая дружная семья может превратиться просто-напросто в свору собак и грызть друг друга годами, пока кого-нибудь до инфаркта не доведет и вообще навечно рассорятся и станут врагами. Фотографии берете. Нет фотографий.
Можете сказать в воздух их имена и запоминать их образы. Правда, сработает процентов на 40. А если хотите вот стопроцентный результат, чтобы люди просто выехали оттуда неделю через 2, или чтобы их компания начала разоряться через недели 2, читайте намак, соль, перемешивайте, значит, высыпайте в какую-нибудь емкость, ну, например, в мешочек, и уносите с собой и сыпите туда. В течение 3 дней надо это делать. Если не успели, выкиньте этот мак и все такое. Это уже не работает. Я думаю, что запомнили. Итак, начали. Иду я по дремучему лесу, встаю посреди леса, вокруг танец и кутежи. Лесные духи и нимфы пляшут, а посреди леса древнего дремучего горит костер. А пред костром стоит трон бога лесов. Сидит царственный пан и держит в руках свирель. Кланяюсь я тебе, пан, и с уважением говорю: о древний титан, низвергнутый с неба на землю, ставший богом лесов, ты, создающий переполох и панику, услышь меня, создай панику между моими врагами, дуй в свирель, извергни в ужас их души, создай панику в их сердцах, пусть их души уходят в пятки, крути их, верти их, со смехом мучай, пугай, свирель свой свистни, весели лесной народ, пугай моих врагов. Свистопляс великого пана переношу на врагов. Да воцарится хаос между врагами. Панику поселю в ваши дома. Сходите с ума. Ой, кричите, ой, бегите, ой, сходите с ума. Паника от пана вам в подарок навеки. Отправляю переполох, панику и свистопляску, беспорядок, страх и ссоры, плач, раздоры. В утеху пану ваши души отданы навек. Заклято. Да, я забыла объяснить, почему паника, слово от слова пан и есть паника. Что у пана была свирель, и когда он дул в эту свирель, была такая жуткая, значит, был такой жуткий голос и жуткий звук, что просто-напросто невозможно было выдержать, и все звери лесные, все духи в ужасе убегали. Создавался некий переполох. Паника создавалась. Вот отсюда слово паника. От имени древнегреческого бога Пана. Так вот, Пан вполне может создать этот переполох, этот шум, этот ужас, эти кутежи, пьянки, раздоры, мордобой и прочее у тех людей, которые вам неприятны. Пользуйтесь на здоровье, но только практики. Еще раз повторяю. И миллион раз, и 100 миллионов раз. Всем удачи!